могу как сказать по этому поводу. Какие-то там авторитарные, да, начала имеют место быть. То есть Но здесь есть такое о демократии мы здесь не говорим. То есть это сразу отметается. То есть, соответственно, мы сразу говорим либо об авторитарном каком-то режиме, либо о диктаторском. Правильно я вас понимаю? Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Дай вспомню. Диалог с Маской, да, если не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Общались с тобой. Да не раз. Не раз. Узнала, да, меня? Конечно, я ваш голос прекрасно знаю я. Неужто влюбилась? А? Если голос запомнил. Ты же тысячи голосов слышишь, а мой узнала. Ага. Не, ну слушайте, у меня просто хороший слух. Ага. Музыкальный или нет? Да. Есть музыкальное образование? При чем здесь образование? Я про слух. По слову. Ну, конечно. Ну, молодец. Да. Благодари родителей. Благодаришь, кстати? Спасибо, мама и папа, что меня такую родили. Совершенно. Вот если бы не было маски, то я так подозреваю, еще даже симпатичная. Внешне. Спасибо, Ефим. Вот. О, узнала, видишь? Молодец. Правда, я не знаю, как тебя зовут. Маска, да? Я вам уже раз 5 говорила, как меня зовут, но, как вы говорите, у вас старческая память, и вы даже не пытаетесь. Можете... Погоди. Можете... Доживешь до 50 лет и ты, и посмотрим, какая у тебя память будет. Хорошо. Посмотрим. Что обсуждать сегодня? Слушайте, а вы сейчас где находитесь-то? Сейчас? Да. Да не поверишь, в Украине. Таки, да. Все еще Львовская область, там? город Брод. Все еще там? Осенью, да, все еще тут. Осенью уже буду выбираться в Израиль. Что, простите? В Израиле, говорю, что осенью уже буду в Израиле. Угу. Слушайте, ну и как вы, вот то, что вы наблюдаете там, что думаете? Ну, вы же уже там какое-то время, уже, наверное, не 1 год. А что именно? Ну, ты бы конкретизировала это. Ну, хорошо, давайте я тогда такой вопрос вам задам. Ну вот смотрите, вы же там сколько уже там? Больше года, насколько я так помню, да? Мы же с вами вот где-то... Я скажу, с января месяца. Первая половина января месяца. Но это прошлого года. Не, с этого года. С этого? То есть полгода? Не, в это время я уезжал, естественно. Ну, вначале авто до Польши, потом Варшава, аэропорт Фредерика Шопена и в Израиль. А потом опять приехал. Ну, вы же все-таки, насколько я помню, вы говорили, что вы еще все-таки гражданин Украины или нет? Я гражданин, да, и в том числе гражданин Украины. Слушайте, ну раз вы гражданин Украины, вот у меня такой к вам вопрос. Правильно ли я понимаю, что у вас сейчас на территории Украины Конституция на паузе и выборы никакие не проводятся? Ну, насколько я слышал, да. А с чем связано? С боевыми действиями. Ну, смотрите, то есть, подождите, боевые действия боевыми действиями, а юридическое основание вот этого вот, ну ведь есть же Конституция, которая говорит определенные вещи. То есть она у вас на паузе, на основании чего? Что ты имеешь в виду, что должно было как-то но смотрите, Конституцией прописано? Ну, смотрите, но у вас Конституция... Я не владею информацией. Погоди, я не владею информацией, поскольку я тебе не могу что-то определенного сказать. По этому поводу. Почему я буду от тебя Не, ну подождите, вы же гражданин этого государства. Ну, как гражданин этого государства. Ну, хорошо. Я тебя могу спросить, а ты полностью знаешь Конституцию РФ? Подождите, давайте сейчас вопрос не обо мне. Ну, вот
Зачем вы Не, перескакиваете с темы на смотри, тему? это моя прямая обязанность, то есть прямая обязанность каждого гражданина, независимо от страны, знать на зубок Конституцию, да, своей страны. Нет, я не об этом. Но вы же знаете, А что? я не про то, чтобы вы на зубок знали Конституцию. Я говорю про то, что, вот смотрите, ну вот с чем связано то, что у вас вот Конституция на паузе, что не действует, Да. она практически не действует. Выборы президента у вас не проходят. Он у вас находится у власти уже более чем 5 лет. По-моему, более чем 6 или... 7-й год уже ну пошел. вот 7-й год, да, вот видите, вот все-таки вы следите за ситуацией. Вот. Ну вот смотрите, исходя из определения, например, исходя из определения диктатор как правитель государства, стоящий над законом, получается, что Ну, Зеленский у вас диктатор? Ну он же как бы, понимаете, он... могу как сказать по этому поводу. Какие-то там авторитарные, да, начала имеют место быть. То есть Но здесь есть такое о изменение. демократии мы здесь не говорим. То есть это сразу отметается. То есть, соответственно, мы сразу говорим либо об авторитарном каком-то режиме, либо о диктаторском. Правильно я вас понимаю? Зачатки авторитаризма имеют место быть. Это не означает, что уже полностью, да, режим авторитарен, да, или диктаторский. Ну а как тогда это понять? Смотрите, у вас законы не работают. Человек, который у вас у власти, как сказать, все, что он делает в угоду себе, но точно не вашему государству. Но по определению, извините меня, поправьте, но это просто диктатор. Ну, я могу навести Смотрите, аналогию. извините, я вас перебью. Смотрите, все вот эти вот скандалы с Миндичем, то есть обогащение, какие-то такие вот коррупционные вот эти вот сделки, при этом Конституция не выполняется, ну, точнее, она просто не действует, выборы не проводятся. Ну, простите, вот все симптомы диктатора. Ну, поправьте меня, опять же говорю, если я ошибаюсь. Насчет Миндича тоже, да, имеет место быть. Мне, как и гражданину Украины в том числе, тоже обидно, потому что те, которые, как-то были повязаны, тем более одни из ближайших друзей, да, гаранта Конституции, были вовлечены в коррупцию. Но здесь есть еще маленький аспект. Во-первых, суд еще не состоялся, да, а поскольку, в цивилизованном мире, да, и Украина себя относит к нему, есть презумпция невиновности. Пока не доказано обратное, то есть в плане суда не состоялся, значит, человек априори считается невиновным. Вот. Естественно, есть косвенные доказательства. Если человека нет в Украине, значит, он почуял что-то, да. Ну, это интересно. честный человек не Это будет да, убежден. это интересное замечание. Благодарю. Но насчет другого, да, насчет диктаторского, да, там, правления или авторитарного. Здесь тоже есть, можно найти аналогию например, из истории. Например, такая страна была, как Древний Рим. Во времена республики, я замечу, не во времена императорского Рима, а республики. То есть были сенат, да, избирал, например, демократия была. Все. И когда наступали боевые действия, ограничивались так или иначе свободы граждан. Сенат выбирал диктатора, либо несколько диктаторов, был триумвират, например, тоже, да, и наделял их диктаторскими полномочиями. Они начинали войну или там продолжали войну, заканчивали и опять восстанавливали свободы граждан. То есть правильно я поняла? Может, они пошли этой стезей, я же не знаю. То есть я правильно поняла, вы сказали, тоже избирался диктатор. Все-таки я правильно почуяла, что вы считаете... Это такая отдаленная аналогия. Это называется оговорка по Фрейду. Впрочем, я могу и ошибаться. Но все-таки мне нравится ваша оговорка. Что ж, Ефим,
Спасибо вам большое. Хоть мы с вами в чем-то можем не соглашаться, но сегодняшний разговор мне с вами понравился. Кстати, Да. я все-таки еще раз вам напомню, меня зовут Эля. Вдруг вы на 6-й раз запомните. Элеонора, да? Ну, если Просто так. Эля. Не надо, не мудрите. Ну, погоди. Ну, как тебе назвали? Не просто сокращенно Эля, ласкательно, да? А Элеонора. В паспорте тоже как написано? Элеонора, наверное. Не скажу. Просто Почему? Эля. Ну, почему такая таинственность, а? Ну так, не хочу. Ничего. Когда Россию разгромят, и дай бог, я побываю в Москве. Я думаю, что я тебя найду. Для чего? И посмотрю. Ну, как для чего? Посмотреть в паспорт. Эля или Элеонора? Не так. Я вам приоткрою тайну. Не так. В Это, наверное, твое сценическое имя, в паспорте не так. Значит, это у тебя Эля, сценическое имя. Псевдоним, да? И это значит, что с именем Элеонора вы ошиблись. Ефим, всего вам доброго и приятного вам вечера. До свидания. Карфаген должен быть разрушен, то есть Россия. И тогда всем будет мир и счастье. Вы знаете, Ефим, вы меня, конечно, простите, но человек, который хочет что-то разрушить, он вряд ли, понимаете, у которого внутри желание разрушать, желание вот этого вот, чтобы у кого-то что-то было плохо, понимаете, это не желание иметь мир, потому что внутри у вас нет этого мира. Поэтому транслировать мир во внешний контур вы тоже не сможете. Поэтому, знаете, вот, наверное, поэтому ваше многострадальное государство никак мир прийти не может. Хотя я его вам искренне желаю, поверьте мне. Всего доброго.